Привет, с вами Алена, а за работой у нас мастер Елена. Сегодня у нас девочка, ей 13 лет, и жалуется она на проблемы с врастанием ногтя. Ну, если кто знает, что такое розовые ногти, обязательно напишите в комментариях, потому что такое я уже показывала. В общем, проблема этих ног у нас заключается в том, что они очень влажные. То есть прям вот мокренькие. И тут, конечно же, нам нужна не просто присыпка, а специальная пудра. У меня это торговая марка Aquiline, она очень хорошо подсушивает. Сейчас немножко поговорим о вверх растущих, таких немножко детских, да, подростковых ноготках. Они растут вверх, такие трамплинчики, с ними сложно работать. И вот наш с Леной лайфхак заключается в том, что их нужно подстригать вот таким вот странным образом, немножко полукругом в обратную сторону, создавая улыбку. Но это выглядит так, но на самом деле весь смысл такого подстригания заключается только в том, чтобы не состригать вот эти углы сильно глубоко. То есть нам нужно оставить их вышедшими из кожи. Потому что если мы их закруглим, сгладим и сведем на нет, а тут у нас влажная детская подростковая нога, ну, я думаю, что понятно, да, примерно какая ситуация нас потом ждет. Будет так же, как на большом пальце, только на всех остальных. Ну, или как минимум на 3 в середине. Мизинчик, допустим, чтобы вырастал, надо постараться, а вот остальные 3 пальца имеют все шансы на полноценное, хорошее такое вырастание. Еще раз повторюсь, нога влажная, и это создало кучу проблем. В плане того, что есть жалобы на вросшие ногти, и, казалось бы, да, вычисти, подстриги, поставь коррекционную систему, будет тебе счастье, но не тут-то было. Дело в том, что на таких ноготочках титановая нить совершенно не держится, то есть мы ее ставим, она буквально пару дней и отлетает, потому что ногти постоянно влажные, стопа постоянно влажная, в обуви, в носочках, везде. Ну, такие вот прям, я думаю, у кого были такие клиенты, они поймут, на них смотришь, и там капельки влаги просто проступают. Естественно, есть вариант Street EOS скобой. Это такой вид коррекционной системы, который заводится под боковые, под ноготочек, такая специальная проволочка. Но там нужно, во-первых, чтобы было куда завести, здесь было куда завести, и также нужно, чтобы стенка была, позволяющие туда поставить Street EOS скобу, так скажем. Здесь стенки были выстрижены неровно, и скоба тоже через какое-то время отлетела и не дала нужного эффекта. Представляете, такое бывает. С клеевой системой произошла та же фигня, еще раз говорю, ногти, просто пальцы, ногти, все это мокро, и, естественно, ничего не получилось. Поэтому было принято решение нами и ее ответственными родителями в том плане, что мы будем выходить из ситуации постоянными тампонадами. Забегая вперед, опять-таки хочу сказать, что у нас все получилось и все будет хорошо. Тампонады действительно сработали и дали свои плоды. Ноготочки потихонечку приходят в норму, то есть мы выводим углы. С девочкой все хорошо, но тут есть важный момент, чтобы она обязательно соблюдала все данные рекомендации по уходу, по подбору обуви, да, это причина просто номер 1, и, естественно, чулочно-носочные изделия. Дети, к сожалению, не всегда в состоянии правильно оценить, вообще прочувствовать, да, насколько им подходит обувь. Это очень такой серьезный и важный момент. То есть бывает, что родители думают, что вроде как ребенок уже взросленький, да, уже сам в состоянии, но нет. Лично я помню даже по себе, то есть ты ходишь в обуви до последнего, или там кончается сезон, и ты не понимаешь, когда тебе ее поменять, и местами где-то стесняешься, не знаешь, там, спросить или не спросить у родителей. В общем, надо все-таки за ними доверять, но проверять. Все-таки дети, они и в Африке дети, даже если им уже 13-14 лет. Не всегда они об этом думают, терпят до последнего и, говорю же, банально могут постесняться или привыкнуть, что тоже очень часто бывает с людьми в принципе. Но вот здесь мы видим уже хорошо заведенную тампонаду, все аккуратненько подстрижено и ноготки приведены в порядок. И вот вы часто просили вот эти вот мастер-классы, да, с подстриганием. Вот здесь очень хороший вариант, так что возьмите себе на заметку. Тут также можете наблюдать, как Лена заглаживает свободный край для того, чтобы он просто не цеплялся, потому что ноготки реально такие, вверх растущие. Вот, собственно говоря, и все. Пишите.